Друзья мои, мальчишки и девчонки, приветствую вас на своем канале. Знаю, что пишете, что давно не видели меня. Дня 3 или 4 меня не было в эфире в силу обстоятельств. Ну, обстоятельства немножечко стали лучше. Я перед вами. И как обещала, мы с вами сегодня будем пересаживать одну из моих самых любимых орхидей. Никогда не думала, что такого плана орхидеи мне будут так сильно нравиться. Она уже, как видите, отцвела. Это орхидея Хатуюки. Именно та, которая беленькая, с красивым таким язычком, с красивой розово-неоновой губкой. Немножечко она меня поддержала в таком, знаете, напряжении, потому что был период, она сбрасывала листики нижние. И корешки тоже такие не очень. Я сейчас хочу ее достать из этого горшочка. Я даже не имею представления, во что я ее там посадила. Вижу, что мох на стенках горшка. Вижу очень большое количество плохих корней. Видите, вот эта часть корней не очень. Но в горшочке проглядывают зелененькие корешки. Я подобрала горшок чуть больше. Бусинка. Это, наверное, пол-литровый, скорее всего. Плохо видно гравировку. Ну да, или 0,7, или 0,5. Ну, он побольше, чем этот вазончик. Как раз таки на такое небольшое увеличение мы с вами пойдем. Я немножко сейчас ее смочу сверху. Внутри я вижу, она еще, в принципе, не просохла, но для того, чтобы мы с легкостью ее отделили, я по поверхности смочу. Мне прям самой интересно, во что же она посажена. Один из вариантов, что я просто вместе с мхом ее перевалила в больший горшок и кусочки коры поместила по периметру. Ну, посмотрим. Здесь от шеи новые корни растут. Эта орхидея приехала от орхидеи Свиту, Phalaenopsis Hatuюки. У меня их две. У меня есть еще в розовом варианте, но это мне нравится больше. Пишите, какая вам нравится больше, розовая или белая. Или лучше иметь две. Так, ну, расскажу вам, как мы эти дни здесь поживали вместе с орхидеями. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживали в комментариях. Большое, очень большое спасибо, что Одессу все поддерживают. Так, девочки, я должна обмять горшок, но это не просто, потому что у него очень тугой пластик. Хотя и полила, но ризоидами орхидея просто приросла. И мне не хочется, надо вот я немножечко вот так вот поделаю, и орхидея окажется у меня в руках со всем своим корневым комом. И что я вам хочу сказать. Какие-то корни на поверхности веломен пропал, а в глубину уходит веломен неплохой. И понять, что там внутри, очень тяжело. Я вижу и мох, я вижу и кору. Что делать? Полностью разбирать? Думаю, нет. Я уберу с поверхности пропавший уже, покрытый солями субстрат. Тот веломен, который у меня остается в руках, я его сниму. Вот видите, как происходит? Верхняя часть, которая была на поверхности корня, веломен пропал, дальше прекрасный веломен идет зелененький. Как быть в таких случаях? Как быть? Распутывать все это гнездо. Внутри я чувствую мох. И скорее всего это мох, с которым она приехала. Я вам еще раз повторюсь, что это была моя такая экспериментальная пересадка.
Называется она «По быстрячку». И это нехорошо. Я уже не первый раз убеждаюсь, что такой вариант не самый лучший. Потому что там внутри корни в мхе начинают пропадать, и все. Мох засаливается. Но орхидея приспосабливается. Она сверху начинает расти новые корни, растить. Что делать, что делать? И тут и не размотаешь. Продолжить делать, как делали. Опять поместить в больший горшок и обложить крупными кусочками коры. Но у меня не крупные, а у меня вот такая вот пиния средней фракции. Срезать нужно цветоносы. Оставляю по сантиметру. Убираю красивую заколочку. Она была ей очень к лицу. Кто-то, может быть, и решился распутывать весь этот ком. Но я только уберу вот эти краешки. Почему я не решаюсь на это? Очень тонкие корни. Очень веломен хрупкий. Начну распутывать, нарушу все. Единственное, что я сейчас постараюсь какой-то мох сверху, который мне виден, и плохой веломен, который уже высох, постараюсь максимально убрать. Вот вижу корень, видите, полностью сухой. Вот я сниму веломен. Вижу тяж, тоже не живой, мне кажется. Он, девчонки, черный. Я его тоже обрежу. Да? Этот корень, вот плохой корень, высохший. Я его тоже обрежу. Ну, по максимуму подчищу, где смогу. И надеюсь на то, что орхидея начнет сверху растить корни. Здесь она оплела корнями кору. И вот так вот получилось. Представляете? А я думала, сейчас я ее как размотаю, а здесь настолько плотно все. Просто вообще. Как вы поступаете в таких случаях? Вы размачиваете, разматываете. Я думаю, что она может не пережить подобные манипуляции. А мне не хотелось бы ее потерять. Хотя в продаже есть такие орхидеи сейчас. И мне сегодня приедет посылочка. Я сегодня в обед. А сейчас я вам скажу. От продавца с Фейсбука ко мне едут фаленопсисы. И кажется мне, что я там заказала в начале осени, по-моему, этот сорт. Сейчас, девчонки, я вам скажу. А что ж такое? Так, Нова почта. Посылка едет новой почтой. Ага. Відправлення у місті Одессы. О, 85 гривен доставка из Киева. Чего-то вдруг стало. Подорожала, что ли? Ага, она еще не прибыла. Пишется, что где-то в 18:00 прибудет посылка. Хотя вчера писали, что в 12 часов дня. И я думаю, пойду с Жориком гулять и заберу. Так, я вам сейчас покажу Жорика. Жорик пошел на подстилочку. Не захотел здороваться. Он уже устал, уже бегал и устал. Большое спасибо за то, что вы передаете ему приветы. Очень приятно. Девочки, я руками снимаю веломен, который ну совсем никакущий. Скажите, Аня, что это за пересадка? Я реально не могу вот это все распотрошить. Здесь какой-то прям кора-мух. Я буду аккуратно поливать к стеночке горшка, чтобы там оставалась влага. И корни вот эти, которые наросли, будут натягивать.
Вот у меня были одни планы. Немножко укорочу цветонос. Он еще не высох. Были одни планы, а видите, получились другие планы. Ой. Вот так вот. Вот так вот. Я периодически смазывала топсином низ. И знаете, когда она стала возвышаться над посадкой, она стала лучше расти. Видите, у нее листья растут. Все. Так и сделаем. Вот этот корешок припрячем вниз. И буду знать, что надо аккуратно поливать. Вот. Этот мне корень не нравится сверху. Но дело в том, что он дальше зеленый, красивый и рабочий. Вот так, девочки, бывает. Приготовила кору. Ну, сейчас буду откладывать. Опять получается у меня, как и в прошлый раз, тот же вариант пересадки. Кто-то матрешки делает, из горшка, прям с горшком в горшок больше ставит. И обкладывает этими кусками коры. Я буду цветоносом засохшим проталкивать вниз кору. В общем, слушайте, ну я так смотрю, что уже удельный вес коры с каждой пересадкой становится здесь больше. Ну посмотрим. Она вот так и будет возвышаться у меня, для того, чтобы просыхало основание орхидеи. А корни пускай шуруют туда, в кору. Вот так вот. Может быть, придет время, и мы обновим ее с уже новыми наросшими корнями, которые будут уходить уже в кору. Мы ее обновим. Так, вот эта мне коринка не нравится. Она такая, как чипсинка. Я ее уберу. Расскажите, как у вас дела? Мы уже хоть чуть-чуть со светом. Вторые сутки нас не выключают. Но соседние дома постепенно включают. Нас первых включили на нашем квартале. Что делать? Все позаряжали, постирали, покупались. Ну, такие у нас трудности. Цветы, конечно, мои были больше 2 суток без освещения, но это не рекорд. У нас было 6 суток. По-моему, 6. На 6-е сутки мы шли. Ну, естественно, цветоносы все, ребята, вот такие тонкие, длинные. Куда-то тянутся, куда-то загибаются. Вообще непонятно что. Я вам сейчас покажу. Там по несколько бутончиков на них. Кстати, а мне нравится. Очень даже хорошо, что я не начала ее потрошить. Думаю, она бы эти манипуляции с трудом бы пережила. Не всегда орхидею нужно прям так тревожить. Просто надо приспособиться к поливу. И все. Сильно не мочить вот тут мох. Который там внутри. Ну, смотрите. Очень даже неплохо в новом горшочке. Я подсыплю сверху коры с кока-чипсами. Я думаю, ей будет хорошо. Я всегда знала, что там у нее находится... Сейчас корень обрежу старый. Что там у нее, я подозревала, что там находится мох. И поэтому я поливала аккуратно вдоль стеночки. Так, сейчас чипсинки выберу, положу сверху. Все, вот видите, он получается, к шейке я не дохожу вот так вот. Как на кочке, да, получается, как на кочке. Вот эти корни новые, посмотрим, как они будут расти в новых условиях. Там сейчас влажно, я ничего не поливаю, ничего не трогаю. Я хочу при следующем поливе использовать фитоспорин. Его можно даже просто в виде порошка просыпать по поверхности, а потом во время поливов он будет туда
просыпаться и делать свою работу. Налаживать, так сказать, микрофон. Ну все, такая малеча. Так, кто у меня из цветущих? Кого вам показать? Не так уж и много. Можно сказать, что пока очень мало. Но уже есть бутоны. Уже есть бутоны, которые... Сейчас я, кстати, посмотрю. Хочу глянуть на свой горизонт. Горизонт, конечно, видите, как он дорастил. Несчастные бутончики. Некоторые тут вообще не развились из-за того, что нет света. И вот это вот старое цветение уже осыпается. Мы с вами его пересаживали. Я сейчас редко поливаю, но я чувствую, что он тяжеленький. Что я за него особенно переживаю, за горизонт. Вот почему-то, пока у меня не было такого полноценного цветения, я хотела бы видеть его в ярком цвете. Ну вот, вот, видите, открылся бутон. Вот мне вот такой цвет нравится. Но у меня чаще такой... В предыдущем цветении домашнем, на дорощенных цветоносах, он у меня был какой-то неяркий. Но сейчас вроде как вот новый бутончик открывается яркий, вот такой. Мне такой нравится. Ну, надеюсь, стабилизируется наша энергосистема потихонечку, и орхидеи будут получать свет. Еще покажу, за кого я радуюсь. Сейчас покажу. Она, конечно, кидается листьями, это же второй лист. Видите? Желтит, дает вот такой вот один бутончик растит. Так, сухая уже. Ну, как бы и не очень. Сейчас чуть-чуть полью. Это серебряные листья шиллериана, которая сильвер. Она, блин, скинула у меня все хорошие большие листья. Ну вот новые растут. Потому что условия не подходят ей, ребят. Нету света. Всех на окно поставить не могу. Для нее место, в принципе, можно найти. Она маленькая. Но, опять-таки, там на окне надо всех потеснить. Ну, вот у меня такое было с другими шиллерианами, которые потом адаптировались и начали уже домашние листья растить нормально. Вот этим вот поначалу занимались вот такими вот делами. Скидывали. Я уже так смотрела на это все, думаю, что делать. Но ничего, все нормально. Сейчас все хорошо. Сейчас покажу вам, кто у меня там собрался из шиллериан цвести. Думала, конечно, чтобы всех увидеть, но все не цветут. Только некоторые. Так. Я вам часто показываю MSH. Мне кажется, она самая неприхотливая. Вот она то же самое. Скидывала листья. И, кстати, так и говорят, что она много листьев не держит. Вот она в этом году, я показывала вам уже, вместо того, чтобы она дала цветонос новый, вместо того, чтобы цвести, она дала детку, а детка вот решила цвести. Видите как? Такое получилось. У нее очень красивые листья. Я вам часто ее показываю. Вот она будет цвести, надеюсь, что она выносит эти бутончики. И больше, по-моему, из шелек. А нет, еще одна. Потому что было темно, я ничего не видела, а теперь хоть рассмотрела на стеллаже. На окнах-то видно. Вот это еще тоже дала цветонос. Шиллерианка. Это... это не шиллериана, это стюартиана сога. Вот, она дала цветонос. Вот там только тоже бутончики дует. Такая красотка. Так, ну и сейчас покажу, переверну камеру, покажу, кто там на стеллаже еще что задумал. Так, идемте посмотрим, поставим обратно стюартиану. Я, честно говоря, сама уже не рассматривала, что здесь, что здесь. Ой, вот видите, нету света. Смотрите, что делается с цветоносами. Они куда-то идут. Вот он что пошел? Не наверх, а вниз. Видите? Пошел прям вниз. Цветоносы у меня идут вниз. Такого не было никогда. Они куда-то тянутся, не знают, куда тянуться. Вот, пожалуйста, выпрямила его. Главное, чтобы не сломался. Так, вот здесь красавчик варигатный. Вот такой вот цветоносик с бутошками. Красавчик.
Так, надеюсь, это жива, надо полить. Корни сервы. Мы ее доставали с большого горшка. Я вообще боялась, что она погибнет. Так, здесь цветонос у нас и перелимошенный, как всегда. Здесь должен быть цветонос. А, вот он. О, вот это моя любимая ароматная красавица. Как она? Черри. Черри, по-моему, да? Как она называется? Ну, короче говоря, она классная. Я ее люблю, обожаю. Пинлонг черри. Пинлонг черри, она меня не подвела в этом году. Будет цвести. Каждый год цветет, но даже в этих условиях решила процвести. Так, ну это тоже, ведь и вот они вот когда вместо того, чтобы к лампе тянуться, отсутствие света, они вниз как-то смотрят. Так, красавчик, тебе надо полить. Такие бульбочки растит, смотри, уже высох. Буду поливать. Буду поливать. Так, здесь тоже. И вот видите, какое вот цветение на пару бутончиков. Свет это очень-очень важно. Очень важно. Вот такие вот несчастные цветоносики здесь на стеллажах без освещения. Ну вот как-то так. Как-то так. Но здесь вот кристальный водопад, хрустальный, что-то пытается нам сказать. Кто-то и не решился на выгонку цветоносов. Вот тут два бутончика, тут пару бутончиков. Здесь анаконда решила мне один бутончик дать. Ну, как-то так. Доцветает эта красотка. Здесь один цветочек ароматный. Пахнет здесь у меня Виолацея Ред. Ну, как-то так. Сверху там тоже, видите, не к лампе тянется цветонос, а стелется параллельно полке. Не идут наверх от нехватки света. Ну, какие-то вот идут. Не все. В общем, посмотрим. Они, бедные, не знают, куда тянуться. Здесь вроде, вот видите, вот какой огромный, длинный цветонос и всего лишь 3 бутона. У Адорион побольше бутончиков. Молодец. В общем, ребята, посмотрим. Здесь тоже 2 бутончика. Здесь вот выходит прям со стеллажа тоже 2 бутончика. Ну, вот вчера у меня, когда свет в 6 утра включили нам, у меня здесь вообще часов 15 горел свет на полках. А сегодня я включила только в 6:30. Ну, тоже буду гонять до победного, пока будет свет. Ну, конечно, на ночь выключу. Им тоже нужны ритмы. Так, он, по-моему, не так стоял. Он вот так стоял. Я развернула неправильно. Эти пока молчат. На цветоносы не сподобились. Не нравится им. Это тоже, по-моему, по-другому стояло. Надо ставить так, как они стояли, потому что они привыкли. Вот если так краса, то нечего ее вертеть, крутить. В общем-то, вроде как все еще влажные. Я пока не поливаю, потому что зальешь, выключат свет и все. И что делать? На естественном освещении, конечно, дела обстоят получше на подоконнике. Но, говорю, всех же не поставишь на подоконник. Видите, здесь уже такие бутончики, цветоносики. Вот оно все такое вот классненькое. Ой. Вот пилоричек у меня здесь. Это я взяла поливать. Пилоричек у меня здесь тоже гонит цветоносик в окошко. Вот, смотрите, сезам тоже вот такой цветонос растит. Как-то тут повеселее. Повеселее. В планах на днях пролить их, потому что уже вижу, что из-за того, что есть отопление, слава богу, но орхидеям жарковато. Они уже просят чаще попить. Вижу, уже у Леодора корни попросыхали, видите. Уже надо... Ну, им просушка не повредит. Хотя, когда с бутонами, лучше этим не заниматься. Ну, и не заливать, конечно, но не оставлять их
надолго без водички, потому что начнут скидывать бутончики. Они такие. Так, я не могу понять. У этой вроде был цветонос. Куда он делся? Или она отцвела уже? А, она отцвела, когда все только закладывали цветоносы, поэтому я обрезала. Ага, нету здесь цветоноса нового. Это вот я перепутала, здесь вот новый цветонос. В общем, вот так. Рыбки мои тоже настрадались без кислорода и без подогрева. Сейчас они радуются, радуются. Красота. Так что дела наши вот такие. А, хотела еще глянуть вместе с вами на мини-марка. Кто-то мне прислал комментарий под старым многолетней давности видео про мини-марка, там где он цвел у меня давно когда-то. Давайте его рассмотрим. Бардачела надо убирать. Что типа можно купить. Думаю, что решили, что я продаю. Так, он у меня в плагроне, девчонки. Это же такой вот красавец, который вообще у меня никак не хотел жить. И вот только в плагроне, в банке, вот смотрите, вот корень. В общем, у кого есть вот такие вредины, попробуйте все-таки плагрон. Вот смотрите, вот корни новые идут. И вот у нас вот у него вот такое есть. Начинает бутон идут, начинает их желтить. Вот здесь цветонос еще один. Ну, не знаю, может, 1-2 цветочка будет. Начал листики растить такие. Но вот этот листик какой-то не догнал его до большого размера. Ну, посмотрим. В общем, надо его почаще удобрять. Но вот это мне нравится, что уже корни пошли ветвиться, растить. Ну, вот надеюсь, что эти с растущими активными краями войдут в субстрат. Ну, этот пошел наверх, ну ладно. Но я рада, что я его сохранила, понимаете? Надеюсь, что он как-то выкарабкается. Буду его почаще подкармливать. Вот сейчас я вижу, что он, в принципе, не нуждается в поливе. Там еще плагрон мокроватый. Видите, нижняя часть еще влажная. И на подоконнике прохладно, поэтому нечего заливать. Вот тут еще у него соседка появилась со стеллажа, я ее забрала. Она похожа на Shiny Girl. Моя, кстати, все развалилась. Где-то там пенек у меня стоит без ничего. Там еще один лист оставался у Шайнички, но у моей старой подружки. Ну, отвалился и последний лист, и у меня надежды прям исчезли. А это, ну, это Summer Love. Она, кстати, вот, видите, какие корешки у нее растут в коре. Я с 1,7 из мха посадила, она тоже что чахла, посадила ее вот так. Но пока вроде ничего. Вижу, что корнями обрастает, наберет корневую массу и начнет уже наращивать больше листиков. Так как она там стояла, как-то так плохо развивалась, я решила ее ближе к окошку, ближе к естественному освещению. Ну, хочется мне, чтобы она выжила. Она вообще приехала вот таким вот кракозябликом. Вот это покупаешь кракозябликов, потом мучаешься. Ой, надо полить мне тоже эту красоту. Видите, попересыхали. Был такой кустик, и осталась вот такая вот маленькая розеточка. Ну, надеюсь, что что-то с этого выйдет. Очень надеюсь. Так, ну, а тебя мы возвращаем на место. Она у меня здесь на естественном освещении. Так, листик. И пускай она здесь у меня и стоит, растет. Все-таки естественное освещение это must have. Так, кто здесь у меня еще стоял? Ну, вроде никто, но место немножко есть, да? Ванды мои. Вот это вот, что-то я полила их и забыла, и там чуть-чуть воды. Это прям мокрая стоит. Позакупоривали корни. Не хотят они у меня давать цветоносы, но видно, еще им не время. В общем, зимуют. Морковки мои там тоже начинают на лоджии сбрасывать
листики. А вот эта, которая здесь, ничего не сбрасывает. Такая вот красивая, большая. Ну и цветоноса тоже не дает. Я не знаю. Выросла такая большая бульба, а не цветет. Вроде ж сил у нее должно быть прилично. Так, и вот одна из последних. Мне кто-то там, девочки, из вас писал в Фейсбуке, я ответила, спрашивали, хотят морковок, спрашивали, где я покупаю. Ну, я у Ольги Вовк покупаю морковки. Бывают распродажные варианты. Вот это одна из последних. Приехала. Это Оля высаживала уже в такие горшочки. Вот она у меня вот такая вот. Как она называется? Сейчас я вам скажу. Я уже не помню. Тигринум. Тигринум. В общем, мне нравится наблюдать за их ростом и развитием. Очень интересно. Я ее просто вот так ставлю сюда. Ой, моя это вот. Ставлю вот сюда. Наливаю вниз водичку. Ну, сейчас она мокрая. И она пьет. Так, а ну давайте, я хочу, знаете, кого? Миниатума посмотреть, обсох он или нет. Я миниатума после грунта, потом с открытой системы я посадила его вот так вот. Слушайте, надо поприбирать здесь. Я его высадила вот так в плагрон. И я его просто проливаю под краном. Просто проливаю. Но еще вижу, что влажный. Вот у него там 2 детеныша. Но что-то он у меня не цветет. Очень долго адаптируется. Адаптуется. Уже вроде и свет ему дала такой, ну, мало корней. Сбросил корни по приезду. Мало корней, поэтому надеюсь, что он, когда нарастит корневую в плагроне, тогда будет уже цвести. Ребята, сегодня начнется прибавляться день. Хоть что-то радует. Это я вот так его покажу, как проливаю. Вот так вот. Я сейчас пользовалась горячей водой, поэтому вода из фильтра не холодная. Вот так проливаю слегка. Он с дренажными отверстиями, горшок 12. Намокает и все. Вот стекло постояло, потом на поддончик и все. Корешки намокли, хватает надолго. Плагрон намок и все. Все нормально. Даже если в пазухи попало, оно обсыхает быстро. А попало хорошо. Как всегда. Но сейчас батареи топятся, поэтому тепленько. Сейчас вот сюда вот поставлю. Может, повымакиваю сейчас. Возьму сухое полотенце, повымакиваю. У нас сегодня 22 декабря. Сколько там? Градусов 6. С утра было 3. Такая мряка, погода. Вау-вау-вау. Погода не очень. Не люблю я такую погоду в декабре. Но уже радует то, что будет прибавляться день. Значит, цветочкам будет больше солнечного света. А, кстати, давно не смотрела. От Клеменсиорума, девчонки. Без листиков палочка. Вверх усика. Поставила в водичку. Надо добавить. И вот пошли корешки. Не знаю, будет с этого что-то, с этой затеи не будет. Прям интересно. Смотрите. Видите, как корни пошли. Надо будет попробовать в грунт посадить и посмотреть, что из этого выйдет. Друзья мои, всем мирного неба, всем света в душе, в оселях. Всего самого наилучшего. Будьте на позитиве. Ко всему относитесь немножечко с юмором. Мы вас обнимаем. Вот Жорка пришел, хочет с вами поздороваться. Вот он такой красавчик. Он пришел и охотится на орхидеи. Сегодня стащил огромную коринку, большую, галтованную, и утащил к себе в логово. За что был
мною, ну не наказан, а я немножко его повоспитывала, да. За то, что он немножечко себя плохо вел. Спасибо вам за приветы, которые вы ему передаете. Он сейчас идет гулять. Сейчас мы с ним попьем чаек и пойдем гулять. Пора гулять, пора гулять. Вот такой вот нерасчесанный. Надо его расчесывать. Он уже... Что там? Мама приготовила плов. Мама приготовила вкусный плов. Дали свет, мама приготовила вкусный плов. Вкусный плов. Вкусный плов. Все, всех обнимаем. Всем мира и добра.